Что хотят знаки зодиака больше всего? Чего вы на самом деле желаете от жизни, исходя из вашего знака зодиака? В чем разные знаки зодиака нуждаются больше всего в своей жизни? Давайте проведем анализ и узнаем, насколько это отражает вашу реальность. Овны, непоколебимые и упрямые, овны кажутся невероятно сильными, словно выкованными из стали. Они легко маневрируют среди ударов судьбы и достигают своих целей, несмотря ни на что. Но даже самым смелым и сильным сложно без поддержки, особенно для овнов. Все их достижения они тайно посвящают своим близким, ждут, что за каждую победу их крепко обнимут и скажут, что они молодцы и на них очень гордятся. Тельцы. Тельцам ничего не нужно от других, они не принимают подарки и всегда справляются сами, всегда серьезные и спокойные. Внутри тельца происходит многое, и часто там бушует множество сомнений, как они принимают решения и выглядят. Тельцы никогда не признают, насколько для них важна похвала. Если вы хотите поддержать тельца, чаще делайте им комплименты, хвалите их внешность и поддерживайте в их начинаниях. Это действительно их радует. Близнецы. Харизматичные и обаятельные, близнецы не лишены пороков и слабостей. Они всегда производят впечатление, умные, привлекательные, но в действительности они часто рассеяны и не собраны. Они никогда не выражают открыто гнева, разочарования или печали, даже если внутри кипит. Если замечаете, что близнецы стали немного тише обычного, взгляд у них рассеянный, а движения замедлились, просто помогите им, например, возьмите инициативу в свои руки, сами предложите разработать план действий. Рак. Если бы каждый раз, когда у раков случалась эмоциональная вспышка, им дарили конфетку, они бы уже в детстве открыли несколько магазинов сладостей. Раки добрые, немного эгоистичные, заботливые, но если у них появляется желание поссориться, то они просто идут на это. От этой слабости раки не собираются отказываться. Конечно, этот знак зодиака старается держать себя в узде на работе и в обществе, но с близкими они становятся маленькими шкодниками. Лев. Львы не могут прожить неделю без того, чтобы устроить представление. Это может быть как театральное выступление, так и зажигательный танец на танцполе или монолог о своей несчастной судьбе. Главное для них – привлечь внимание, ведь имидж для них на первом месте. Окруженные своими поклонниками, львы после выступления уходят гордо и спокойно жить, пока им снова не захочется шоу. Дева. Независимые и скрытные девы нуждаются в ласке и заботе, хотя кажутся колючими ежами, к которым сложно приблизиться. На самом деле, девы очень чувствительные и ранимые. Редко выражают свои чувства и эмоции, опасаясь показаться слабыми. Но в непринужденной обстановке они становятся более открытыми и могут делиться своими мыслями и чувствами. Весы. Этот астрологический знак изыскан и ценит красивую одежду и роскошь. Но у них есть одна слабость – хаос. Они привлечены к небольшому безумию, любят иногда пошалить. А если не получается, могут создать беспорядок дома, например, разбросав вещи по всему пространству. Если у весов выглядит, будто их дом обокрали, то это потому, что иногда им нужен хаос, ибо из него рождается порядок. Скорпион. Главная слабость Скорпиона – его собственные чувства. Страсть, ревность, глубокая любовь и нежность – это рай для него. Однако часто эти эмоции могут привести к ошибкам, потому что, руководствуясь ими, скорпионы могут задеть и обидеть окружающих. Важно научиться использовать свои чувства во благо, тогда они будут непобедимы. Стрелец. Стрельцы, страстные путешественники и свободолюбивые души, на самом деле жаждут зависимости от кого-то. Не в плане полной зависимости, а скорее в плане серьезных отношений. Хотя им сложно находить общий язык с людьми и поддерживать отношения, они продолжают пытаться. Мечта о стабильности и серьезных отношениях – их слабость, и они готовы искать их до последнего. Козерог. Слабостью козерогов является отдых, и можно сказать, они мастера в этом деле. Несмотря на высокие ожидания к ним, они часто не могут жить так, как хотели бы, и остается только мечтать об этом. Приняв свою слабость и включив ее в жизнь, они могут изменить ситуацию к лучшему. Водолей. У умных и обаятельных водолеев, ориентированных на результат, есть слабость, стремление быть понравиться всем. Они ценят мнение окружающих и стремятся к одобрению. Водолеи постоянно стараются быть во всех угодной, если кто-то питает к ним неприязнь, их целью становится привлечь этого человека к себе. Они подвержены влиянию чужого мнения и реагируют болезненно на критику и негатив. Рыбы. Если бы им не приходилось покупать еду и оплачивать счета, рыбы оставались бы в своих мечтах. Там уютно и тепло, без проблем, можно быть кем угодно, не подвергаясь угрозам и упрекам. Иногда эту слабость можно считать недостатком,
так как мешает социализации знака, но в большинстве случаев это даже очаровательная черта. В ходе анализа основных слабостей знаков зодиака становится ясно, что каждый из них обладает уникальными чертами, которые могут проявляться как сильные стороны, так и слабости. Отдельные особенности, характерные для каждого знака, могут влиять на их поведение и отношения с окружающими. Изучение и осознание собственных слабостей помогает лучше понимать себя и работать над их преодолением, что способствует личностному росту и улучшению взаимоотношений с другими людьми. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.